Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. В этом видео порежу ублоки для следующих оконных перемычек. Также повынимаю уже подпорки, покажу, как застыли перемычки, которые позаливал. Покажу одно из применений компрессора. Если кто сомневается, нужен, не нужен компрессор, скажу сразу, нужен, обязательно нужен. Крайне удобная, полезная вещь. Потому одно из применений я покажу уже в этом ролике. Так, ладно, мне тут осталось дорезать 3 блока еще. Получается 8 ублоков для 2 оконных перемычек. Ублоки делаю глубиной 15 сантиметров. Блоки у меня 40, 625, 250. 40, в смысле 400. Выбираю паз глубиной примерно 15 сантиметров. Ну, 15 там пускай не получается, но это не настолько важно, не надо там вышкребать, прямо делать изумительной формы прямоугольник. Толщина стенки 11-11. При блоке 40 сантиметров, по 11 сантиметров я оставляю для стенок и десятка снизу. Выбираю со шливкой и инструмент, который мне необходим для работы, сделать ублок. Шливка, точнее болгарка. Болгарка у меня 90-20 макитовская. Угольник, либо рулетка. Желательно иметь пилу по бетону, гвоздик. Ну, в данном случае досочка, если у кого есть не досочка, а уголок там или еще что-то, то же самое подходит. Это все для разметки. Отмеряем 11, черточку, 11, черточку. Досочку приложили, линию отвели. Также и здесь. Сверху отложили в 2 местах, черточку провели. Все, разметка готова, и теперь лишнее убираем, начинаем выпиливать. Забыл еще добавить очки обязательно. Не простые какие-то солнцезащитные, либо точи, а с максимальным закрытием, чтобы со всех сторон закрыть глаза. И пыль все равно будет попадать, но хоть как-то, чтобы максимально плотно они прилегали к голове. Спасибо за беспокойство. Человек писал, использую респиратор, маску, хоть что-нибудь. Я вам скажу, что, может быть, если был бы какой-то респиратор, и то я сомневаюсь. В такой запыленности ни один респиратор не потянет, а маски бесполезны. Дышать, пока ты работаешь со шлифмашинкой, с болгаркой, дышать я не дышу. То есть я делаю 2 пропила без дыхания, потом жду, пока чуть-чуть осядет пыль, и только тогда. Ну, то есть я дыхание задерживаю. Потому что во время работы маска не помогает. Ты начинаешь дышать, пыль проникает отовсюду. То есть как бы ты маску не прикладывал к лицу, если это не какая-то профессиональная маска, которая полностью изолирует, то это бесполезно. Ну, а если брать серьезную маску, то, мне кажется, она моментально забьется, потому что пыль очень плотная, и объем ее колоссальный. Потому я пробовал работать с 2-3 масками, одевал эти маски. Мало того, что ты все равно дышать не можешь, потому что пыль проникает. Еще и получается, что в местах прилегания, неплотного прилегания в районе глаз, ты выдыхаешь, и влажный воздух попадает на глаза. И при этом тогда на глазах появляются уже наросты пыли, смешанные с твоим влажным воздухом, и то есть залепляет глаза. Это крайне неудобно. Проще задержать дыхание и потерпеть. Если не получается 2 пропила, сделайте 1, подождите. Ну, то есть в таком виде. Понятно, что пылью дышать нельзя, ни в коем случае. Ну и маски, эти респираторы. Тут только надо использовать, ПШ-1. То есть вот кто знаком с этим, ПШ-1 противогаз шланговый. Или ПШ-2 с компрессором. Противогаз одел, шланг вывел, ПШ-1, по-моему, там 11 метров. Вот 11 метров шланг выбросил, и там дышишь. Через клапана выдыхаешь, воздух засасываешь. Вот такая вещь пригодилась бы. И то, опять же, надо маска, чтобы не запотевала, а она будет запотевать. И снаружи, опять же, пыль будет садиться. Ну, в общем, вот так вот. По органам дыхания я вам сказал. Задерживайте дыхание, ждите, пока ветер. Желательно, опять же, работать, когда есть какая-то проветриваемость, не штиль. Ветер дует, и всю эту пылющу сдует. Соврал я. Не все перечислил. Также нужно, как в моем случае, кусочек пластинка металлическая, толщиной где-то 3,5 мм. И желательно вот такой молоточек, как кирка маленькая. С одной стороны я подтачивал. Это для удобства выбивания тех частей, которые не отломались. И дальше просто. Данный способ в условиях работы одного человека считаю самым удобным, но есть все же лучший способ, если есть у вас возможность взять в аренду бензорез. Либо он у вас вообще есть. Я не знаю, какая глубина пропила у бензореза, но я думаю, что 15 сантиметров все же он прорежет. И как раз было бы идеально сразу нарезать по 15 сантиметров глубиной и выломать все эти части газоблока. Берем ножовку по газобетону и боковые части, которые примыкают к той части, которая остается. Надо допилить до глубины 15 сантиметров. Почему? Потому что шлифмашинка болгарка туда не заходит. Она не достает. Берем ножовку, выпиливаем по бокам. И также со второй стороны, потому что на всю длину ножовка не пилит. Не достает. И также она понадобится еще в самом конце.
Третий пропил уже делается на весу. Он слишком глубоко будет опускать. Так, сделали третий пропил. На весу примерно по линии. Я на глаз там держу. Уже рука набита. Края отбил по линии. И добиваем остатки. Этот способ, который у меня либо с бензорезом, либо в таком виде, я считаю, на 99,9, вообще на 100% исключает процент брака. Брак в чем заключается? Я не знаю, но вот ребята, некоторые, которые пилят, говорят, что один блок испортили, либо два блока испортили, либо 10 блоков испортили. Я ни одного блока не испортил. Я вообще не понимаю, как именно в моем способе можно его испортить. В каких-то других способах, да, все возможно. За остальное говорить не буду, но так как я делаю, здесь испортить, ну, невозможно. Его можно испортить, блок сломать, только если уронишь его. Вариантов других просто нет. Ну, а если блок раскололся, никаких проблем нету. Я считаю, его можно спокойно заклеить. Клей-пена продается. Одного-двух баллонов вам хватит, чтобы подклеивать блоки. И это необходимо. Клей-пена все равно необходимо. Даже без учета того, что на клей-пену можно ложить блоки. Можно, но только не сморгоньские. Про остальные не буду говорить. У меня только сморгоньские блоки. Не буду говорить ни про могилевские, ни про какие. Вроде бы Сибит ложит на клей-пену. По крайней мере, показывает на ютубе, как ложит. Ложит ли на самом деле, не знаю. Я уже рассказывал, я купил клея до хрена, баллонов 10, наверное, но думал, ну сейчас-то я наложусь. В итоге все это ерунда. Вот, и в последнем этапе, выдёбывав таким молоточком, мы дошлифовываем, срезаем остатки, торчащие внутри блока, с помощью ножовки по газобетону. Все, пригладил более-менее. Сейчас покажу, что получилось. Вот такая красота получается. Потом водичкой можно промыть, чтобы не было пыли, чтобы раствор последующий лучше укладывался сюда, прилипал. Ну и сейчас ускоренным темпом допиливаем два оставшиеся у блока. Вот, кстати, вот. Заводская трещина. Вот этот брак заложен с завода. Зачем они это делают? Почему они производят такое говно? Вот вопрос возникает. По какой причине Сморгонь делает вот это говнище, блядь? Вот я не знаю. Вот злость, чтобы строителям скучно не было? Или для чего это делается? Да тут и так не скучно, и без их помощи. Я обычно стараюсь такие блоки, если есть возможность, их отломать и приклеить. Брак заложен из завода. Вот для чего? Где технологи, которые следят за этим? Где ответственные? И такого газобетона очень много у Сморгони. Лепят, лепят, лепят. Хотят все жить как в Европе, получать зарплаты европейские, при этом никто ничего не хочет делать. Ну так, пожалуйста, что это такое? Это качество, что ли? Нет, не качество, это брак. Почему? Почему мне, конечному потребителю, присылают этот брак? Без мата вообще не хочется разговаривать. При небольшом постукивании тут же он отходит. Купляйте белорусское. Я бы с радостью покупал белорусское. Ну что это такое? Я и покупаю белорусское. Деваться некуда. Вот придется на какое-то время задержаться в работе. Что мы делаем с этим? Как мы это устраняем? Берем клей-пену, обильно напениваем. Почему не подходит обычная пена монтажная? Потому что она раздуется. А если ее сжимать, она, как было сказано на канале Глеб Грина, коллапсирует. То есть она не предназначена для склейки. Ей наоборот нужно расширяться. Клей-пене наоборот, нужно сжиматься, она не расширяется. Клей-пеной швы не заполнишь. Она зайдет туда и слипнется, сама сойдет. Так, все, берем напененное место, прикладываем браковый кусок. Просто держать бесполезно, я всегда использую струбцину. Вот еще инструмент, который я забыл вам указать. Но он не так прям нужен для нарезания у блоков, но необходим при работе с газобетоном, особенно со сморгоньским. Так, делаем вынужденный перерыв где-то на минут 10-15. В основном этого хватает. Под давлением оставляем, и блок за это время, клей его схватит. Ну, я думаю, достаточно. Тут минут 15 прошло. Ну, непонятно. Как, почему все это допускается, разрешается и спустя рукава. Я слесарю на нефтеперерабатывающем заводе, и
С нас за любой брак в работе готовы шкуру спустить, там, премии снимают, там, косо смотрят, там, а почему, а как, а тут, пожалуйста. Вся партия, все говно, блин, и похеру. И всем до всего все равно. Как-то это все нечестно. Так, отпускаем струбцину и заканчиваем выпиливание. Так что вот так, клей при работе с газобетоном, клей необходим. Не для кладки на клей, пену, а для склеивания блоков, особенно для восстановления блоков, для восстановления брака. Все, 8 блоков выбрал. Для 2 оконных перемычек хватит. Для одной стены. Сразу все не делаю, потому что эти блоки, что буду из стены вынимать, из подпорок, их буду использовать. Да и тяжело это. Однообразная эта работа. Все-таки она напрягает. Тут находишься в этом уже газобетонном коробе. Нет развлечения глазу, мозгу. Когда на стене работаешь, ты по сторонам смотришь, вдаль, туда-сюда, там. Веселее. Все это значительно веселее. Ну все, теперь покажу второе применение, одно из самых главных применений компрессора у меня на фазенде. А вот наше второе применение компрессора. Очень полезная, очень удобная вещь, так как это очистка. Очистка, в первую очередь, себя, инструмента. Инструмент, чтобы служил долго. Себя, чтобы жил долго. Если это поможет. В очистке себя главное закрывать уши и глаза. Иначе можно глаза глазами, ты автоматически их закрываешь. А вот уши можно и оглохнуть, если дунуть. Все-таки 8 килограмм, давление не шуточное. Ну вот, не идеально чистый, конечно, но процентов 80 пыли сдулось, остальное будет выдуваться уже стиральной машиной, порошком, водой. Ну и сам, соответственно, в душ. Вот это применение. Чистка инструмента, чистка себя. Вот это об этом я говорил. Об этом при покупке компрессора я об этом не задумывался. Это думал так. Купил компрессор, а как оказалось, вещь-то незаменимая. Так, ну что, теперь надо... Что надо? Теперь нам надо вынимать подпорки под перемычками. И покажу вам заодно перемычки, как они застыли. Забыл добавить про компрессор. Там в ресивере снизу есть пробочка из силумина или из латуни, ну, желтого цвета, с прокладочкой. Это в ресивере нужно, чтобы спускать воду, так как при накачивании
и сжатии воздуха конденсируется вода, содержащаяся в воздухе, особенно когда на улице прохладно. Эту пробочку я благополучно при движении сломал, то есть она очень слабенькая, имейте в виду. А вот и что еще интересно было с компрессором, ее открывать надо, когда сброшено давление, все верно. Иначе она как улетит, пулей, блин, она не повредит никого, ну просто именно сброс давления может в помещении оглушить, а пробка может улететь. И я не знаю, как у каждого, но вот я у себя как делал еще добавочно, чтобы продуть ресивер, я пробку выкручивал и включал компрессор на продувку. Казалось бы, а внутри собирается ржавчина. Из-за сбора конденсата на стенках ресивера снизу ржавчина. И эта ржавчина забивает выход этой пробки, сброса слива конденсата. И какое-то время, компрессор работает, он даже бывало, что набирался компрессор, 8 килограмм давления набиралось с выкрученной пробкой. И не было выхода. Потом какое-то время стоял, я его не трогал, он стоял там 5 минут, 10, потом все-таки давление большое, и оно постепенно такой дах, выстрел, и выбрасывало всю эту грязь. И потом во время работы, уже когда спокойно уже выдуется воздух, я еще кулял компрессор влево-вправо, чтобы максимально постарался выгнать воду оттуда. Вроде бы пробка выкручена, компрессор приподнимаешь с одной стороны, хоп, пошла влага, полетел влажный воздух с водой. То есть где-то в стенке ресивера запрессовала эту воду и не дает ему выхода. А начинаешь наклоняться, тогда уже выгоняет. Вот одна из перемычек, как вы видите, в прекрасном состоянии. От блока появились какие-то трещинки, ну это просто испарилась влага. В остальном прекрасная перемычка, будет стоять 1000 лет. Теперь надо вынимать с-под перемычек, с-под блоков. Сначала выбить арматуру, сейчас покажу. Вот там у меня под стойками лежат кусочки арматуры, которые я заранее предусмотрел. Сейчас я их выбью, и туда вынимутся спокойно блоки. Вот будет сейчас конфуз, если я выбью стойки, у меня обрушится перемычка. Ржачно будет, конечно. Так, опорные десятки у меня, соответственно, выбиваем чем-то потоньше. Все опоры выбиты, перемычка пока не рухнула. Надо быстрее уходить, пока не рухнула. Заканчивать съемку, скажешь, ой, все как хорошо. Ладно, шутки, все это. Никуда она не денется. Будет стоять на 1000 лет. Нас не будет, наших детей не будет, никого не будет. А перемычки будут стоять. Вот о чем я говорил. Спокойно вынимаем теперь блоки, потому что сверху зазор почти в сантиметр. Вот такая красота получилась. Монолит. Ну что, ловить не пришлось, перемычки отстояли. Что ты гавкаешь, что? Перемычки стоят, забетонированы, 4 суток отстояли. Пенсия не за горами, ну я думаю, до пенсии дострою. Это к комментариям. В прошлой серии перемычки я показывал. Вот 4 дня прошло, все отлично, все шикарно. Уже окошко нарисовалось, уже настолько позитивно стало. Думаешь, до этого просто стены стояли. Когда дом строился, сначала вот 1-й, 2-й ряд, уже там границы дома обозначились, ух ты, классно. До пояса достроил, до подоконника. Блин, уже вот все, уже интересно, вот уже какой-то вот уже дом почти. Тут начали вырисовываться оконные проемы. Ух ты, какие окна большие, может, не надо такие большие. Думаешь, ну, там все сомневаешься, так все идешь. Сейчас вот уже оконные перемычки. Еще больше позитива. Ну, так вот и строимся. Это, скажу вам, очень интересно занятие. Строительство, ну, только что вот такие масштабы большие, это тяжковато одному. Если бы вдвоем хотя бы, это, конечно, другое дело. А тут пока попрыгаешь, как с ведрами в прошлой серии. На каждую там перемычку, 15 ведер. Зачерпнул, поставил, залез, вылил. Слез, зачерпнул, поставил на щиты, залез, вылил, вытряс. Ну, короче, тяжело. Это тяжело. Ну, а сейчас уже вот результат готовый. Уже красота, уже сразу позитивнее. Компрессор показал. Вроде все, что я там говорил, вроде все показал. Так вот строимся. Строимся, несмотря на многие негативные моменты. Ну, негативность в чем? Просто тяжело и много времени занимает. Но это не то чтобы негатив, это скорее... А куда деваться? Вот так вот. В остальном все нравится, все красиво. Вот уже можно из окна наблюдать мой вид. Ну, это, конечно, жалко, окно не... Это бойлерное будет, окошко бойлерное. Но даже здесь
Интересно. Все, пока все.